Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Парадокс подписи. Начну сильно издалека, чтобы лучше развить мысль. Человек по природе своей существо забывчивое. Мы не можем постоянно помнить все свои обязанности. Если бы они без конца оставались у нас в голове, то мы бы просто сошли с ума от постоянного контроля и тревожности. Забывание всего этого регулярно выметает из головы старый мусор и освобождает место для новых обещаний, которые человек тоже благополучно забудет. Но жизнь в обществе устроена так, что иногда все-таки приходится что-то помнить. Причем помнить не просто такие факты, как день рождения мамы, а собственную волю. Особенно, когда мы даем обещание и заключаем договор. Обещание в таком случае довольно странная вещь. По сути, это решение принято сегодня, которое должно действовать в будущем, даже если к тому моменту мы уже передумали. Сам человек по природе плохо приспособлен к выполнению обещаний. Он часто передумывает в новых обстоятельствах. Я обещал, кто-то еще обещал. Как сделаем, мы вас пригласим. Чтобы из такого существа получилось животное, способное обещать, его пришлось сделать предсказуемым. То есть по закону обязать помнить свою вчерашнюю волю и отвечать за нее завтра. Когда мы обещаем что-то другому человеку, проблема не только в том, исполним мы это или нет. Проблема в том, что само обещание легко исчезает. Один понял так, другой иначе. Через месяц оба уже помнят разговор по-разному. А через год каждый уверен, что имел в виду совсем другое. Пока обещание существует только в памяти, оно слишком непрочно для регулирования. Для обычной жизни забывчивость еще терпима. Люди могут поругаться, простить, передоговориться. Но право так работать не может. Для его работы нужно то, что можно закрепить и предъявить суду. Воля человека должна быть закреплена в форме, которая существует вне памяти, например, на бумаге. Сам текст договора еще не решает задачу, а вот подпись уже привязывает обязательства по этому договору к конкретному человеку. Подпись превращает мимолетный момент согласия в устойчивый след на документе. После подписания документа обязательства по его исполнению уже не зависят от настроения человека и его последующих изменений личности. Подпись не создает смысл документа, но она фиксирует момент, когда внутреннее решение человека становится внешним обязательством. Все мы знаем, что поставив подпись, можно купить машину или квартиру. Ваша любимая бабушка может поставить подпись и переписать наследство на секту. Не кажется ли вам удивительным, что какая-то закорючка, написанная вашей рукой в нужном месте, при определенных обстоятельствах делает вас участником сделки или, например, подсудимым? Чтобы функционировать, то есть быть читаемой, подпись должна обладать повторяемой, воспроизводимой, подражаемой формой. Если вдуматься в эту мысль, то подпись работает именно потому, что ее форма повторяется. Она должна быть узнаваемой и сопоставимой с другими образцами. Только в этом случае можно установить, что документ подписан одним и тем же человеком. Если бы каждая подпись была полностью уникальным и неповторимым росчерком, ее невозможно было бы сравнить с предыдущим. И именно в этом кроется ее слабость. Если подпись должна быть воспроизводимой формой, значит ее можно и подделать. Правосудие вынуждено лавировать внутри этого противоречия. Однако проблема подписи не только в том, что ее можно подделать. Есть еще более важная вещь. Подпись не закрепляет смысл договора навсегда. Она лишь связывает человека с текстом в документе, который через несколько лет будут читать и толковать в суде совершенно другие люди и в абсолютно иной обстановке. В момент подписания кажется, что воля выражена ясно, но дальше текст отделяется от человека и начинает трактоваться в зависимости от внешних изменений. Подпись не прибивает значение гвоздем к бумаге, она лишь фиксирует согласие человека с текстом, смысл которого может раскрыться позже и совсем не так, как ему казалось сначала. Особенно, когда меняется экономическая обстановка или судебная практика. Поэтому настоящая суть договора проясняется не в момент подписания, а спустя годы уже в драке со своим компаньоном. Приведу пример. В начале нулевых переписку в мессенджерах суды не рассматривали всерьез. Она не считалась подтверждением каких-либо договоренностей. Сейчас такие сообщения могут быть главным доказательством по делу, поэтому договор мог составляться в одной правовой реальности, а работать уже в другой. Стороны в момент подписания просто не могли знать, что их переписку спустя годы начнут использовать для толкования условий этого же договора. Получается, у нас есть два противоречия. Первое, что подпись можно подделать. Второе, подпись не гарантирует, что воля человека и смысл документа навсегда останутся одним и тем же. В современной России вообще не существует культуры подписи. Нет закона, который бы объяснял нам, как должна выглядеть правильная подпись. Нет ГОСТа, где написано, какого она должна быть размера, формы и можно ли ее со временем менять. Никто не говорит, можно ли упростить подпись, усложнить или вообще каждый раз расписываться по-разному. Поэтому большинство людей просто ставят какую-то закорючку. И именно по этой закорючке экспертиза будет выяснять, настоящая это подпись или нет. Обычная ситуация. Человек приходит в банк, ему дают типовой договор на 20 страниц, а внизу маленькое окошко для подписи. Нужно как-то впихнуть туда свой обычный росчерк. Если раньше подпись была широкая и размашистая, то здесь она превращается в кардиограмму таракана. И все равно именно эта сжатая каракуля будет считаться официальным подтверждением согласия со всем текстом выше.
И в случае возникновения спора в суде всерьез будут разбирать эти несколько штрихов и пытаться установить подлинность этой подписи. Иногда кажется, что идентичной подписи в реальной жизни не существует. Один и тот же человек расписывается по-разному после 2 кружек кофе или нескольких бокалов вина. Но судебная система при этом исходит из того, что подпись у каждого человека уникальна. Хотя любой человек по собственному опыту знает, что его росчерк может отличаться от случая к случаю. Так а почему вообще используется рукописная подпись? Потому что в обычной ситуации человек ставит ее автоматически, повторяя определенные особенности движения руки, которые трудно подделать. Даже в современный цифровой век у системы нет более простого и дешевого способа быстро привязать обязательства к конкретному человеку. В одном крупном исследовании 86 экспертов сравнили больше 7000 образцов подписей. Суть в том, что они ошиблись примерно в 3% случаев, когда чужую подпись признавали за настоящую, и еще где-то в 1%, когда наоборот настоящую принимали за чужую. Уже видно, что получается 4% ошибок. Да еще мало того, что в исследовании были вероятностные заключения в духе «не могу сказать точно». Скорее всего, подпись настоящая. И вот с такими заключениями число ошибок по сути доходит до 8%. Говорить о какой-то абсолютной уникальности и достоверности здесь не получается. Еще со школы мы усваиваем одну странную мысль, что подпись должна быть размашистой и сложной. Мол, чем больше завитков, тем труднее ее подделать, а значит так надежнее. На мой взгляд, это одно из самых вредных заблуждений. Ведь, как я уже говорил, что интерпретация документа может просто измениться со временем. Важно не то, что подпись могут подделать, важно то, что вы сами можете передумать. А если такой момент настал, то крайне выгодно, чтобы от своей подписи можно было легко отказаться. Спокойно, с каменным лицом, глядя судье в глаза, сказать: «Я это не подписывал. Ты 5 лет назад подписал какой-то мутный договор». Тогда все было вроде бы нормально и понятно. А сейчас что-то пошло не так. И появляется осознание, что дело пахнет долгами, новыми обязательствами или даже уголов. И остается всеми силами молиться и искать выходы, чтобы к этому документу тебя никто не пришил. Конечно, я не говорю о тех случаях, когда и так понятно, что договор реально был. Я говорю о спорах, где все упирается именно в подпись, и непонятно, кто ее поставил. Если в суде одна сторона приносит документ с подписью и говорит, что этот документ есть основание их требований, значит именно эта сторона и должна доказывать, что эту подпись поставил оппонент. Если другая сторона заявляет, что подпись ей не принадлежит, то документ как бы перестает быть самодоказательным. И у атакующей стороны начинается обычная работа по подтверждению подлинности этого документа. А что если человек в момент подписания договора решил имитировать подпись, чтобы потом от нее отказаться? Несомненно, это увеличит вероятность ошибки при экспертизе. И это вполне может быть продуманной тактикой. Можно ли считать такое поведение недобросовестным с точки зрения права? Вряд ли. Если нет правил, которые обязывают подписываться строго определенным образом, то и упрекать человека в изменении подписи сложно. Попробуй еще докажи, что она была искажена сознательно. Исследования показывают, что маскировка действительно затрудняет экспертную оценку. Замаскированные подписи распознаются хуже, чем обычные подделки. В ряде экспериментов экспертам было трудно уверенно определить, кто их написал. Почему так происходит? Потому что замаскированная подпись ломает обычные сравнения по внешнему виду. Эксперту приходится смотреть глубже, на ритм, пропорции, координацию движений руки. Эти признаки труднее подделать полностью, но и вывод по ним уже не такой однозначный. Представим себе человека, который специально не вырабатывает одну и ту же подпись и не имеет устойчивого росчерка. Каждый раз он пишет какие-то рандомные символы и не старается их повторить. В такой ситуации подпись уже плохо поддается точной идентификации. Чем меньше в ней однообразности и устойчивости, тем выше шанс ошибки. Конечно, это не делает ее полностью бесполезной для доказательства, но это сильно ослабляет уверенность в подтверждении ее подлинности. Вместо твердого «да» или «нет» эксперт указывает в заключении «вероятно» или однозначно установить нельзя. Хорошо, а что если пойти еще дальше и вообще свести подпись к минимуму? Ставить точку, палочку или какой-нибудь другой примитивный знак? Здесь проблема становится еще очевиднее. Чем меньше рукописного материала, тем труднее эксперту достоверно определить автора. Таких примеров в судебной практике много. В подобных случаях суды пишут, что установить, кем выполнена подпись, не представляется возможным, потому что для уверенного вывода буквально не хватает индивидуализирующих признаков. Какой можно сделать из всего этого вывод? Подпись – это юридическая вера государства в то, что проставленный росчерк означает согласие, понимание и личную ответственность. Но эта вера держится на крайне шатком основании. В действительности подпись не гарантирует подлинности, неизменности смысла или честного совпадения текста с внутренней волей человека. Поэтому в российской правовой реальности подпись – это не символ надежности, а спорный и уязвимый механизм привязки человека к документу. И относиться к ней разумнее, как к инструменту юридической обороны, а не как к красивому личному знаку. Юридическая гибкость в нашей стране важнее художественного стиля.